Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Ребята, всю неделю шли дожди, невозможно было выйти из дома. Но сегодня и завтра вроде бы погода устаканилась, дождя не будет. Мы с вами проедем в наши любимые места. Заедем в Арпач-Бакшиш, Тамюк, посмотрим любимые стройки. Обязательно заедем в Рио, Маршалл, Вегас, Делюкс. В общем, объедем эти все районы. На обратном пути обязательно проедем по Тедже, по нашей центральной улице Гази-Паша, посмотрим там все. И, в общем, друзья, я вас приглашаю, кто со мной, погнали смотреть. Все, я приглашаю, едем. Я приехала в Тамюк, смотрю, здесь дымок уже горит. Срезают сады, старые ветки, и поджигают сразу вдоль обочины. Ну, а мы сейчас стоим у Элькем Рио. Это первая остановка. Я сейчас перейду дорогу и, в общем, будем смотреть. Первые этажи, вот нулевые, это будут магазины. Пока еще ничего нет. Доеду до угла и будем делать осмотр. Сейчас, ребята, вы увидите все сами, своими глазами. У кого есть здесь квартира, я думаю, вы с удовольствием посмотрите, что сейчас здесь есть, что изменилось за это время. Я думаю, много что изменилось. Смотрите, какие виды. Помните, вот эти дом, сколько сейчас? Раз, два, три, четыре этажа, четвертый этаж делают. А его не было, был только котлован, когда мы ездили в прошлый раз. Вот так все выглядит. Я сейчас попробую зайти в Сите, посмотреть, если мне разрешат сделать съемочку, я вам сниму. Спускаюсь вниз, велосипед в одной руке веду. Покажу вот так, смотрите, ребята. Это вид сбоку. Пока ничего нет, смотрю, выводы сделали. Какие-то трубы, ну столбы, вот сейчас я подниму, видите, столбы уже стоят для освещения, очень хорошо. Работа кипит, ничего не стоит на месте. Все меняется все в лучшую сторону. Очень хорошо. Я смотрю, кран, видите, все опускает в землю, так перебрасывает. Вот сюда буду вдоль забора насыпать землю для растений. Землю все разгрузили. Сейчас спрошу, разрешат или нет. Мераба. Ребят, мне, в общем, разрешили снять внутри. Смотрите, здесь территорию готовят. Покажу все, что есть. Какой бассейн. Видите, вокруг землю насыпали. Здесь будут растения. Боже мой, какой бассейн огромный. Вы посмотрите только. Очень огромный бассейн. Горок я не вижу, спусков. Не знаю, будут или нет, но бассейн очень огромный. Такая территория изнутри двора. 4 блока. В общем, так все обстоит. Сейчас я попробую подняться наверх и в какую-нибудь квартиру. Я спросила, мне разрешили зайти в квартиру. Такой вид с другой стороны. У этого дома не было. Вот смотрите, 2-3 месяца и как растут дома быстро. Сейчас зайдем на второй этаж или на первый высокий, посмотрим, ребята. Ребят, ну что, мне разрешили. Сейчас попробую подняться, зайти в какую-нибудь квартиру. Вдруг это ваша, попаду. В общем, посмотрим, какая планировка, что и как. Как вы знаете, я никогда ничего не рекламирую. Я просто показываю то, что есть. Я не рекламирую недвижимость. В общем, ребята, если ваша квартира, вы увидите, я думаю, вам понравится. Ребята, зашла в лифт, мне разрешили подняться. Видите, как с музыкой. Лифт пока еще в пленке и картон, чтобы ничего не поцарапалось, но музыка играет. В общем, я выхожу сейчас и на второй этаж поднялась. Поднялась на второй этаж и сначала, ну, давайте пойдем направо. Это вот квартира, которая выходит на северную сторону на сады. Вот так все обстоит. Но номеров пока нету квартир, ничего не написано. Что здесь? Шкаф такой, видите, большой. Вот так покажу. Заходите. Сейчас отойду немножко дальше.
Вот так получается шкаф. Вот это я зашла отсюда, шкаф. Потом кухонька такая небольшая. Это, скорее всего, студия, я так думаю. Потом вот здесь такой шкафчик. Я не знаю, для чего он. Ага, такие, видите, большой. Сейчас среднюю андресольку открою. Ага, это так. И вот маленькие. Вот так. В коридоре кухонька, потом шкаф, потом зона отдыха. Здесь, наверное, под телевизор. Все, тумба сделана. Здесь есть балкон. Прошу прощения. Так, закрыто пока, видите, вот этих ручек нету, не могу открыть. Вид на горы. Балкон небольшой. Ну, в длину я не знаю, сколько тут, так, метр, два, три, ну, 3,5, наверное. И сантиметров, так, по 15, 30, 67, ну, где-то на 80 сантиметров. Вот так выглядит вторая часть. Здесь должна быть батарея, я не знаю, будет по проекту или нет. Выход под кондиционер. Комната вот такая. И вот так. Это вот зашли. Ну, студия, да, студия. И вот с этой стороны я вот обойду. Вот так покажу, как это выглядит. Потом зайдем сюда. Здесь санузел. Так, что здесь? Для душа, душевая такая кабина. Умывальник, смотрите, место хорошее, не маленькое. Вот дверь открывается, даже видите, здесь будет туалет. И я думаю, стиральную машину, если поставить, ну, не очень будет удобно открываться дверки. Вот если здесь поставить. Но обычно стиральные машины ставят на балкон. А так санузел нормального размера. Двери такие, кофейный цвет, камера не передает. В общем, ладно, ребята, эту посмотрели, идем. Такой коридор получается. И сейчас мы зайдем вот в эту квартиру. Это идет на внутренний двор, где вот только что мы были. Сейчас посмотрим. Я захожу. Здесь, видите, плитка на входной группе, очень удобно. Шкафчик. Потом, что здесь? Кухонька. Ну, это типа зеркального, да, они все одинаковые. Это, скорее всего, студия. Вот так вот выглядит все. На полу ламинат. Комната, ну, так и по размеру. Сейчас я пройду шагами. Раз, два, три, четыре. 4 шага. А от кухни уже, от самой. Раз, два, три. Ну, 12 метров, наверное. Так, вот так выглядит, смотрите. Ну, типа гостиничного вот номера, знаете, как если вы ездите отдыхать. Кухонька, шкафчики, зона отдыха. Сюда ставите диван или кровать. Вот так получается. Балкон такой же, не очень большой. Ну, в длину он метра, ну, 3,5-4 где-то. В ширину также. И это боковая часть. Видите, мы вот отсюда сюда заехали. И потом я зашла сюда, вот с этой стороны. Так что это не на бассейн вид, а именно боковая часть. Так, ну и зайдем в санузел. Душевая кабина. Ширина, как в длину она длинная, но в ширину, ну, нормальная, размер нормальный. Здесь будет зеркало, умывальник, ну и туалет. Все в зеркальном отражении. Так, есть лифты. 2 лифта. И пройдем мы вот туда дальше, посмотрим, где вид на сам, если мы найдем. Сейчас пройду дальше. Посмотрим на внутреннюю часть двора. А, нашла все. По-моему, вот отсюда можно, да. Вот смотрите, заходим. Плитка. Ну, все повторяется. Я так думаю, что в этом комплексе, скорее всего, все квартиры зеркальные. Но мне кажется, вот эта сторона, вот как бы больше комната. Сейчас промерю. Раз, два, три, 4 с хвостиком. И если от самого гарнитура смотреть, раз, два, три, ну да, чуть-чуть больше. Не намного, но чуть больше.
Вот так все выглядит. Я сейчас стану с этой стороны. Балкон. И вот видите, вид на двор, на бассейн, там сады. Ну, сады, конечно, когда-то вырубятся. Вот так все выглядит. Стены покрашены такой молочный цвет, вывод под кондиционер. Все очень удобно. Я посмотрела, для студии, конечно, очень нормально получается. Так, сейчас еще повернула еще за один угол. Пройдем здесь, посмотрим, куда вид идет. Я повернула, видите, длинный коридор. И вот так комнатки все идут. Сейчас дойду до конца. Посмотрим, это, наверное, на противоположный дом вид. Справа сторона, это все идет на двор, смотрится на бассейн. А с этой стороны это все на сады. Сейчас дойду до конца, посмотрим, что тут окошко. Ну, в последнюю зайду комнатку вот сюда. Все вот так, видите. Тут более ярко. Ну, это все будут штукатурить, конечно. Смотрите как. Санузел, умывальник, туалет. Здесь, видите, для туалета более широкое место. Немножко другая планировочка, боковая получается. И здесь комната, я не знаю, намного больше. Или это двушка. Сейчас посмотрим. Это, скорее всего, 1+1. Это не студия. Выглядит шкаф вот так. Под холодильник, кухня. Да, это 1+1. Такая комната, ламинат. Тут на бассейн все. Там сады красиво смотрится. Балкон открыть не могу, ручки сняты. Вид, конечно, шикарный. Вот. Тепло, солнышко светит. Очень хорошо. Это на южную сторону. И сюда зайдем. Да, это вторая. Вот 1+1. Видите? Комнатка. Сколько она? Раз, два, три, 4. А сюда, ну, на раз, два, 2,70, наверное. На 4 так и 2,5, чуть больше шага. Маленький балкончик технический. Вот так все выглядит. И комната сама вот. Такая, да, это 1+1. Так, все, ребята, я выхожу. И сюда гляну. Здесь также, видите, параллельно, да, 1+1. Значит, здесь не все студии. Вот так выглядит. Это на северную сторону комната. Комната, балкон. Это кухня и зал. Одна получается. И вот спальня. Санузел и выход. Ребята, в общем, посмотрели квартиры. Это я на втором этаже поднималась. Поэтому не знаю. Может, у вас есть эта квартира, и я попала в вашу. В общем, нумерации пока нет, ничего не понятно. Ну, в общем, суть я вам показала. Планировку этих студий и 1+1. Такие квартиры. Идем вниз. Спускаюсь вниз. Видите, музыка играет. Пленочкой закрыта. Неизвестно, какой стенки, какие металл или какая-то интересная картинка. В общем, куда-то я зашла. Сейчас посмотрим. Так, я вышла из лифта. Главное теперь выбраться с этих лабиринтов. Я вышла на нулевой этаж, но тут еще, наверное, надо еще ниже. Или уже по лестнице спуститься. Сейчас спущусь по лестнице, чтобы уже не плутать. Есть дополнительно всегда лестница. Я думаю, тут их несколько. Пожарный выход. Так, вот сюда я выйду. Я вышла в сторону двора. Сейчас спущусь. Здесь есть лесенка.
небольшая. Так, ребята, а вот это вот рядом стройка, я спросила у рабочего, он говорит, это Рио-2. Видите, как быстро. С котлована, вот буквально сколько, ну месяца полтора, наверное, здесь была. И вот так все выросло. Хочу еще спуститься вниз, посмотреть, здесь есть ли гаражи или вообще что это. Ну, я думаю, должно быть под машины гараж. Широкая дорога такая. Так, что тут? Темно. Для лифтов можно спускаться вниз. Так, ага, там не видно. Ну, смотрите, такая территория под домами очень большая. Да, я думаю, это парковка. Ну, здесь темно, идти не буду. В ту сторону и вот сюда. Но здесь очень темно, не видно ничего. В общем, так. Для машин тоже есть парковка, очень хорошо. Ну что, пойдем дальше смотреть. Посмотрим Рио-2, что за стройка. И по нашему маршруту все остальные строечки посмотрим. Оставила свой велосипед здесь на территории. Хочу пройти, посмотреть Рио-2. Видите, здесь пока дорог ничего нету. Это стройка. Насыпана такая камни или брусчатка непонятная. В общем, все закидали. Вот так выглядит с этой стороны. Ну, здесь, видите, под магазины будут первые этажи. Сейчас практически все дома строят. И чтобы было, первый этаж – это коммерческая недвижимость. Иду и смотрите, какие маки цветут. Я не знаю, у вас цветут уже цветы или еще нет. Вот такая красота турецкая. Посмотрим. Потом зайдем сюда, к Вегасу. Здесь дорога, видите, немного еще грязь, но немного есть более сухая дорога. Я постараюсь проехать или пройти. Может, сейчас пройду сюда. Покажу, как выглядит все. Вот так, ребята. Так, я приехала вот от Рио, немножко проехала сюда по дороге, и это комплекс Вегас. Показываю, какой он есть. Здесь несколько блоков. И пройдемте по территории, посмотрим сначала, что изменилось. Здесь еще есть двухэтажные такие корпуса. И вот так идет сами блоки по кругу. Многие блоки уже поштукатурены, сделана первая побелка. И вот так все выглядит. А здесь, я не знаю, квартиры, но постараюсь зайти, если разрешат. Посмотрим. В прошлый раз, по-моему, заливали бассейн. Посмотрим, залили его или нет. Полностью сделана ли там плитка. Вот так выглядит вся территория. Двери, я смотрю, уже на улице в коробках лежат. Материалы все укрыты. Очень удобно. Здесь такой бассейн высокий, но я думаю, здесь будут подсыпать землю. Сейчас попробую подойти поближе, чтобы было видно. С той стороны мне не удалось подойти. Сейчас подойду сюда, потому что очень высоко. И еще глина, видите, она не полностью не высохла. Неудобно. Сейчас вот здесь попробую подойти. Так, ну что, выше я не могла подняться уже. Вот так, ребята, обстоят дела. Основная заливка сделана, плитки еще пока нет. Я уже разделась, на улице такое солнце. Вот представляете, всю неделю, даже больше, вот дожди, не выходили из дома. 2 дня нормальная погода, вот сегодня второй день. Но солнце печет. Вчера не было солнца, но были тучки, но дождя, слава богу, не было. А сегодня вот такая погода, поэтому в Турции меняется все очень быстро. Сейчас попробую зайти вот эти двухэтажные дома, в общем, посмотрим. Я хочу зайти вот в этот дом. Пока здесь все открыто, ничего не сделано. Посмотрим планировку, что они из себя представляют. Вот там все мусор, видите,
все сбрасывают. Сейчас зайдем. Так, это, скорее всего, виллы. С одной стороны вход и с другой стороны. Видите, лестница, как бы дом поделен на двоих хозяев. Такая входная группа. Давайте посмотрим, что у нас слева. Ух ты, какая огромная комната. Ну, это, наверное, будет гостиная. Я не знаю, будет ли совмещена она вместе с кухней, потому что я вижу много таких дырки, вот это выводы, да, вот под батареи. Потом я смотрю, вот это вода, скорее всего, или будет кран, или что-то такое. Ну, в общем, я думаю, здесь будет зал совмещен с кухней. Вот такой балкончик интересной формы. Это вид на море. Вот буквально вот эти высокие деревья, это уже за ними море, недалеко. А это стройка Маршал. Мы потом подойдем попозже. Так, ну смотрим, что здесь есть. Вот так, на второй этаж, потом поднимемся. Так, это был вход, откуда я зашла. Коридорчик. Здесь будет санузел гостевой. Да, под умывальник и под туалет. Вот так, вся верхушечка под лесенкой. И сюда заходим. Комнатка. Она небольшая. Сделана с таким углублением. Видите, наверное, под шкаф. Здесь будет еще один санузел. Душевая, туалет. Полностью все укомплектовано будет. И комнатка, да, небольшая. И такой балкончик небольшой. Это я, видите, на самом низу. И вид на бассейн во двор. Теперь мы поднимемся по лестнице на второй этаж. Посмотрим. Так, я поднимаюсь по лесенке. Конечно, когда отдельная такая типа виллы, это очень хорошо. Вот так все выглядит. Ой, я смотрю, сюда еще выше лестница идет. Так, чтобы не свалиться никуда, сначала смотрим с правой стороны. Это комната. Ну, она, да, зеркальная, как внизу, видите. Туалет, душевая все будет. Спальня. Наверное, шкаф какой или что-то. Такой же небольшой балкон. Вид на бассейн. Вот так выглядит комнатка. Пройдем сюда. Видите, еще лестница ведет еще выше. Так. Еще комната. Душевая. Здесь будет, наверное, или туалет, или кладовка. Вообще-то выходы какие-то есть. Я смотрю, вот и вентиляция. Видите, может, туалет будет какой-то. И вот такая комната. Два окна. Такой балкон. Комната идет буквой П. Сейчас я отойду немножко. Вот так, видите, выглядит. Мы отсюда зашли. Вот так. Здесь еще один туалет. Угу, уже заходить не буду туда. И такой вид с балкона. На Маршал и на море будет. Вот попробую приблизить камеру. Посмотрите, море недалеко. Я приблизила камеру, видите, море рядом. Ну, я не знаю, ну метров 200, наверное. Молодой сад, но насколько он будет здесь долго, неизвестно. Могут и вырубить. Ну, попробую еще повыше подняться. Здесь пока ничего нету. Вдоль стеночки иду, чтобы не оступиться, ничего. Выйдем на крышу. Так все выглядит. Я вышла на крышу. Так, мы посмотрим сначала. Смотрите, здесь можно навес, столы поставить, вот плетеную мебель, сделать какой-нибудь навесик или купить зонт. Очень хорошо. Вид на бассейн. Вот так все выглядит. Терраса огромная, я не знаю, это полностью на всех хозяев
Или вот только... Нет, видите, на полдома. Шикарно. Здесь можно и летний сад сделать. Очень прям. И удобно то, что, видите, ограждено такой, как сказать вам, стеночка такая, видите? Да. А вот это для вторых хозяев. Полдома. Для одних, полдома для других. Супер, конечно. Но я думаю, стоит это очень дорого, эти виллы. С одной стороны, хорошо, что несколько этажей, но с другой стороны, задембаешься бегать по этим ступенькам. Так. Еще раз хочу сказать, друзья, я ничего не рекламирую, никаких квартир, ничего абсолютно. Я просто показываю квартиры, которые вы просите, показать их, что в этих комплексах. Это здесь ваши квартиры, поэтому я с удовольствием приезжаю и показываю вам, что здесь сейчас творится на данный момент. Еще хочу сказать, ребята, многие смотрите без подписки. Это очень плохо. Я стараюсь и хочу как бы получить в ответ хотя бы подписку на мой канал. Это очень хорошо было бы моему каналу. Все-таки у меня еще не так много подписчиков. И чтобы выйти на монетизацию, мне нужно набрать 1000 подписчиков. Поэтому, друзья, не обижайтесь, но я прошу подписаться на мой канал. Я буду вам очень благодарна. И обязательно заходите на телеграм-канал. Я там выкладываю все новости, в общем, все интересные события, которые не попадают на YouTube. Если вы хотите быть в курсе всего, подписывайтесь и будете всегда первыми узнавать всю информацию. Ребята, еще хочу зайти вот не первый дом, а вот в этот второй дом, где уже стоят окна, посмотреть, какая там планировка. Вдруг ваша квартира будет. Это второй блок. Потом есть вот еще третий и четвертый. Но я хочу зайти вот в этот, во второй блок, где уже окна. Если там открыто, конечно. Так, я скарабкалась. Зайду. Ага, тут еще стекла нет. В общем, захожу сюда. Посмотрим. Давайте с угла. Вот так комната выглядит. Это на бассейн. Это первый этаж, невысокий. Это 1+1. Что здесь? Вот, это вход. Туалет вместе с душевой. Но пока душевой еще нет. Уже плитка уложена. Сантехники пока нет. И вот так выглядит комната. Комната где-то, наверное, 10-12 метров около этого. Не больше. Вот так выглядит. И зайду в коридорчик. Так, что здесь? Видите, коридоры идут в эту сторону и в эту сторону. Сейчас хочу зайти еще в квартиру, которая смотрит на Рио, на северную сторону. Такой вход. Здесь ванная. Ну, кто-то велосипед положил. Рабочие, наверное, приезжают. Прямо идет спальня. Небольшой балкончик. Технически совсем небольшой. Вот так выглядит вид. Это на Рио и на северную сторону на горы. Так, разверну немножко камеру. Вот так вся комнатка. И зайдем. Здесь будет кухня и зал совмещен. Вот так выглядит. Есть балкончик. Он уже немного побольше. Такой вот, видите, сейчас выйду с таким уступом. Вот так получается. Здесь расстояние такое хорошее. Наверное, будут или деревья посадят, а может парковку сделают. Неизвестно пока. Так все выглядит. Такая комната. Кухня будет. Очень удобно.
Ребята, я немного показала планировку, территорию. Дальше идем к Маршалу. Все, у кого квартиры в Маршале, смотрим. Не везде вся дорожка подсохла. Глина еще мокрая, но где подсохла, я пробираюсь. Ребята, я уже в Маршале. Оставила свой велосипед. Смотрите, какая входная группа интересная. Зелено, все очень красиво. Сейчас пройду немножко. Там, я смотрю, траву косят, газон. Все убирают. Так выглядит Маршал. Один блок, второй блок, третий блок. В общем, они все идут по кругу. Везде дорожки, все чистенько, все подстрижено. Очень аккуратненько. Так все выглядит хорошо. Деревья не все еще зеленые, но посмотрите, какая пальма шикарная. Пройду немножко в сторону бассейна. Если получится зайти в какую-нибудь из квартир, я сниму. Я не знаю, закрыты они или нет. Здесь все застеклено. Когда дом сдастся, я не знаю пока, неизвестно. Вот так пальмочки растут. Очень интересно, все классно, конечно. Здесь территория, видите, спортивная площадка большая. Я иду в сторону бассейна. Какие-то двери, я смотрю, открыты, но здесь не перелезть. Нужно смотреть, где есть открытая дверь на вход. Так все выглядит. Хотела наступить на это и посмотрите, там такой люк огромный. Страшновато. Буду как-то сюда карабкаться. Вот здесь попробую пролезть и подняться наверх. Вот так. И это вид на море. Горки есть. Горка небольшая. Для такого сета огромного могли бы побольше сделать. Было бы поинтересней. Бассейн очень огромный. И вот так. И он идет, видите, углом. Очень большой бассейн. Пройду. Посмотрим. Здесь по проекту должны быть кафе, наверное, какие-то фитнес, еще что-то. В общем, не знаю. Вот так все выглядит. И есть маленький бассейн, там кругленький. Посередине, я думаю, что-то посадят. Может, пальму, может, еще что-то. Или какие-то цветы. Все вот так будет. Везде пальмочки посажены. Ребята, вот так обстоят дела на сегодняшний день. Сейчас попробую поискать какую-нибудь квартиру и зайти посмотреть. Я не знаю нумерации блоков какие. Вот это вид на море. Вот сюда они идут, туда на море. Вот так. Все видно. Так, блоки. Ну, сюда наверх не буду или подняться. Попробую сейчас, попробую подняться, чтобы вам показать всю панораму. Здесь, видите, как ступенечки. Немножко дальше пройду. Наши ступеньки очень высокие, а здесь вот можно все пройти. Я думаю, со временем здесь должна быть плитка уложена. Вот как здесь, видите, плитка есть. Вот такой вид. Сейчас я сделаю панорамный вид круглый. Вдруг ваше окошко смотрит вовнутрь двора, вы увидите свою квартиру. Так. Сегодня у меня видео большое. Я рассказываю и показываю все подробно, чтобы вы все увидели, рассмотрели внимательно, были в курсе всего. Так, спускаюсь. Пробую подойти, посмотреть. Может, какое-то окошечко здесь и открыто. О, открыто. Нам повезло, ребята. Так, смотрите. Это вот я сейчас отойду, покажу. Высоко не буду подниматься. На нулевом этаже. Это вот так. Дом, который. И идем. Посмотрим планировку. Я не знаю, здесь все одинаковые квартиры или нет. Большая комната.
Это, скорее всего, будет зал и кухня, а может просто зал только. С одной стороны, сейчас перейду вот сюда. Смотрите, комната большая. Где-то квадратовый, ну не знаю, 18-20. Поэтому, может, будет и кухня здесь, не знаю. А нет, это все-таки комната такая. Кухня, вот она, видите? Такая кухня. Окошко очень удобно. Ну, деревья вырастут, будут красиво. Это вид во двор. Так, все. Да, и зал большой. Кухня. Видите, какие размеры? Огромные просто. Так, что здесь еще есть? Комната, наверное. Да, еще одна комната. Здесь санузел. Санузел, ну, я не знаю, ну большой. Большой. Здесь квадратов, наверное, 8. Точно будет. Душевая, туалет для стиральной машинки. И вот видите, для умывальника. Все плиткой выложенное, пока дверей нету. Ну, еще нет побелки финишной полностью. И дверь в коридор. Коридор, здесь плитка, все. Вот так. Я так поняла, что проходы будут вдоль стены, а сюда будут везде квартиры. Потому что вот смотрите, коридор идет, да, и вот вход. Мы были сначала в той квартире. Ну, здесь такой огромный коридор, можно, я не знаю, все поставить. Сейчас зайдем вот сюда, посмотрим, как выглядит. Вот так. Это кухня и зал. Смотрите, размеры очень большие, я скажу вам. Такой островок, но островок как-то невысокий. Был бы он вровень со столом, было бы, наверное, более интересно. А так вот какой-то он низкий. Комната. Посмотрим, есть ли тут. Да, видите, балкон. Так, балкон. И он, видите, как бы на 2 комнаты. Сюда вернусь. За дверью шкафчик. Ну, не буду уже открывать. Так, туалет. Размеры хорошие. Здесь чуть поменьше, чем в предыдущей квартире. И вот так. Смотрим. Комната. Это спальня. Она небольшая, но здесь уже, видите, сделан шкаф. Уже вам не нужно будет покупать. Сделают двери и все. Вот такая комната. Так все выглядит. Потолки везде такие делают. Сейчас попробую зайти еще, может, в какую комнату. Так, вот угловая очень большая. И холл, вы посмотрите. Здесь, я не знаю, если бы вот так сделали сюда, то вот эту перегородку, здесь еще комната бы была огромная просто. В волейбол можно играть. Или футбол. Вот это входная группа. Да, видите, они открываться будут двери автоматически. Ну, здесь, видите, материалы все лежат. Там еще двери. Заходить не буду. В общем, такие дела. Ребята, я вам показала немного. Теперь поедем к морю, посмотрим набережную. И дальше будем смотреть все интересное. Не уходите. Дальше будет еще интересно. Ребята, я сегодня все подробно показываю. Видео будет длинное, но досмотрите до конца. Ну а для тех, кто впервые зашел ко мне на канал, меня зовут Вера. Вот уже 3 года я живу в Турции, город Мерсин, район Теджи. Я приехала из Санкт-Петербурга вместе с мужем и котом. И живем здесь на ПМЖ. На своем канале я рассказываю все о своей жизни, что я вижу, что мне нравится. Делюсь всегда с вами. Так что, если вы хотите быть в курсе всех событий,
Всего интересного, подписывайтесь, я буду очень рада. И еще у меня есть второй канал кулинарный, называется он «Вкусно с Верой». Заходите, я вас приглашаю. Я готовлю простые, но очень вкусные блюда. Жду вас на канале. Так, иду я к своему велосипеду, сейчас проедем к морю. Видите, у меня багажничек. Положу сюда рюкзак, все полностью. И поедем смотреть. Я проехала вот Маршал посерединке и на набережную. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, какая набережная. Сегодня небольшие волны. Почистили или нет. Ну, я смотрю, ничего здесь пока не убирали. К пляжному сезону еще не готовы. Но здесь удобно заходы. Видите, такие мостики. Очень удобно заходить. Пляж, песок и камни. Море еще грязноватое. После всех этих штормов, селей, пока не почистилось. Вот, не очистилось еще море, ребята. Ну, покажу вам. Такая красота. Скоро лето. Приезжайте. Тут вас ждут ваши квартиры. Шикарное море. Теплый климат, солнышко. Все самое хорошее. Близко подходить не буду, а то же вы знаете, как подойдешь, волна всегда норовит намочить обувь. Вот такие волны. Море, конечно, классное. Уже не дождусь, когда можно будет купаться. Люди, конечно, плавают некоторые, но я не хочу в такое грязное море заходить. На улице потеплело. Ехала, была в кофточке, сняла. Сейчас хожу в футболке. Очень жарко. Но это на 2 дня передали тепло. Потом могут опять быть дожди и похолодать. Вечером еще прохладно. Не так жарко. Ребята, посмотрели море, территорию. Сейчас поедем дальше. Посмотрим вдоль трассы. Там есть люкс. Дома Мерсин Люкс. Посмотрим 7 блоков. Какая там обстановка. Я подъехала уже к комплексу, который состоит из 7 блоков. Люкс в Тамюке. На первом этаже, вот 2 этажа будут занимать коммерческие помещения. Это магазины. И смотрите, ребята, даже вот пальмочка когда-то росла здесь, видите, ее не выкопали, а сделали все вокруг. Очень хорошо оставили эту пальму. Так территория выглядит со стороны трассы Д400. Здесь уложен бетон. Дальше будет асфальт немножко, пока ничего нет, щебенка. Красивый вид на сады, на горы. Вдоль дороги растут пальмы. Сегодня горы в дымке, поэтому не так четко их видно. Но вид, конечно, потрясающий. А мы сейчас обойдем вокруг. Посмотрим, разрешат ли зайти во двор и снять внутреннюю часть. Оксаночка, здесь твоя квартира. Я не знаю, в каком блоке. Ну, в одном из 7. Это вид на северную сторону. Это боковой вид. И попробую зайти во двор. Вид на море в ту сторону, если разрешат снять все. Вокруг такая территория, дороги пока нет ничего. Я велосипед качу в руке, а второй держу камеру и вам все снимаю. Я зашла во внутренний двор. Здесь такие ниточки протянутые. Это будут ограждения. Видите, столбики такие стоят металлические. Вот так все выглядит. Еще по кругу, наверное, дома. Сеты очень огромные. И это вот 7 блоков. Я смотрю, здесь кондиционер уже есть. Но, скорее всего, это или для Кападжи, или квартиры, которые показывают риэлторы. Обустраивать будут мебель, потом все показывать. Вот так все выглядит на данный момент. Есть горка. Озеленений пока еще нет никаких. Подойду поближе, снимем бассейн.
Бассейн состоит из двух частей. Такая одна поменьше и вторая часть огромная. Ну и детский, конечно, вот там маленький бассейн. Сейчас сделаю панорамный снимок. Есть горки. Смотрите, если у вас здесь квартира, это все окна смотрят на море, на южную сторону. Потихонечку вот так медленно покажу, ребята. Вдруг ваша квартира здесь. Расстояние между блоками не маленькое, приличное. Не будет окно в окно. И вот так они идут, все блоки. Панорамный снимок есть. Так, смотрите, что еще? Дорожки начали укладывать, делить территорию, где что будет посажено. Дальше будет, скорее всего, или плитка уложена, или заасфальтирована. Ну, посмотрим. Сейчас попробую зайти в пустую какую-нибудь квартиру. Ну, вот, где открыта дверь. Квартиры-то здесь все пустые, пока еще дом не сдан. Поэтому сейчас пройду все. Еще раз повторюсь, я ничего не рекламирую, я просто показываю то, что вы просите, друзья, показать ваши квартиры, посмотреть, что творится вокруг на территории. Я же знаю, вы переживаете. Я также, когда купила квартиру и волновалась, и каждое видео для меня это было. В общем, я ждала его с нетерпением и увидеть, что изменилось. В общем, идемте, друзья, смотреть. Уже язык заплетается. Сегодня видео будет длинное, поэтому смотрите. Мы еще много чего посмотрим. В общем, я хочу все показать вам сразу. Хочу зайти, посмотреть. Так, ну это где коммерческие помещения, скорее всего. Так, там темно. Рисковать не буду. Ребята, наверх я не могу подняться. Во-первых, никого нету, чтобы спросить. А здесь коммерческие помещения. Там еще лестницы не полностью сделаны. И очень темно. Но хочу сказать, что балконы просто шикарные. Если у кого вид на море сюда, балконы шикарные. Я думаю, квартиры не маленькие здесь. Еще раз хочу показать внутреннюю часть двора. 7 блоков. Коммерческие внизу. Выходят на северную сторону. Пока территория без земли, еще нет ни растений, ничего, но это дело времени, я думаю, сделают быстро. А вот между двух домов, вот это уже море, очень близко. Оксана, я вам показала квартиры Мерсин Люкс, ваши Сите, но какое из них, я не знаю, вы не написали, в каком блоке у вас квартира. Поэтому посмотрите вот так. Внутри не могу показать, нет людей, не у кого спросить. Не устали еще, ребята? Тогда мы едем смотреть комплекс Рива. По-моему, Игоря. Игорь, это, по-моему, твой комплекс. Будем искать. Где точно, я его не знаю, но будем искать. А остановилась, хочу показать вам, друзья. И вы порадуетесь. Ехала по трассе, вот тут 7 комплексов, да, и вниз спускалась. Смотрю, здесь Бахче. Хочу посмотреть, что здесь растет, поделиться с вами. У вас еще, наверное, холодно, а здесь уже собирают урожай. Не знаю, что здесь растет. Сейчас спрошу, есть ли кто тут с работников. Поделюсь обязательно с вами. А здесь, ребята, плантация, кабачки. Молоденькие. Я смотрю, там вдали мужчина и женщина ходят, но они уже ушли далеко, поэтому я покажу с краю, какой здесь урожай, что здесь растет уже на данный момент. Далеко заходить не буду. Смотрите, ребята, видите, какие кабачочки растут, молоденькие. Немножко вот так присяду. Смотрите, какая красота. И вот так большое-большое поле. Пока ездила туда-сюда, снимала, на улице так подпекать стало. Я разделась, нос загорел уже, руки, я думаю, будут, знаете, футболочный загар. В общем, такая погода. Можно загорать. Стою на трассе Д400, здесь Мигрос.
Вот заправка проходит. И искала комплекс Рива. Игорь, так и не нашла. Точнее, скиньте локацию. Ваши данные есть, наверное, от застройщика. Я проехала вот сюда, по координатам показывает, что за Лавинья 2, вот в ту сторону. Я проехала, там посмотрела все, нигде ничего нету. В общем, комплекс Рива я не могла найти. Если есть точное местоположение, хотя бы в Телеграм скиньте. Я недалеко от Арпач-Бакшиш, поэтому хочу проехать сразу, посмотреть комплекс Лавинья Делюкс. И если найдем, обязательно я сниму, что там находится рядышком. В общем, такие дела. Точнее, напишите координаты, тогда я буду уж точно знать. Потому что на картах не везде все есть, обозначение, где что находится. В общем, друзья, погнали. Скоро подъеду к Лавинье Делюкс. Хочу по пути показать вот комплекс Менезе Сити Лайф. Менезе Лайф Сити. Ребята, может, у вас здесь квартира есть? Окошки так выглядывают на эту улицу. Здесь уже жилой комплекс. Все, территория закрывается, очень удобно. Тротуарчики пока не сделали. Дорога хоть и старая, но асфальт есть немного. Но дальше заканчивается. Я смотрю, там горы земли. Идут новые стройки, поэтому так выглядит сейчас все. Но мы проедем туда дальше и посмотрим еще по пути, какие есть комплексы. Вдруг у вас тут квартира есть. Вам будет приятно посмотреть. Комплексов очень много. Строят со всех сторон. Машины сигналят. Смотрите, здесь новые дома, все. Какие названия еще нигде нету. Ни на картах не указано. И землю, видите, все свезли в кучу. Просто горы земли. Дороги нет. Грунтовка. Немного подсохла за эти дни. А так всю неделю шли дожди. Просто не вырваться было, никуда не проехать, ничего не снять. Рядышком, я смотрю, находится комплекс Менезе Башаран. Здесь несколько блоков. Вот эта сторона, это вид на море. И вот туда. Мы поедем потом туда. Сейчас подъеду к этому комплексу. Глянем территорию немножко со стороны. Вдруг у вас тут квартира будет или есть. Очень приятно будет посмотреть вам, если вы соскучились. Такая входная группа. Здесь несколько блоков, все жилые. Машина только выехала, территория вся озеленена, я смотрю. Барбекюшки 4. В общем, очень классно. Да, когда уже жилое сите и все обустроено, очень хорошо жить. Вот это я не знаю, новые, скорее всего, дома. Кондиционеры есть, но не на всех квартирах. А так, посмотрите, ребята, покажу, сколько новостроек рядом. Здесь еще сад, ну, он такой уже полузаброшенный, лимонный. И вот здесь все новые дома. Вот это, скорее всего, уже старые дома. Менезе Лайф Сити, да. Вот, которые проезжали только что. Я не знаю, тут 2 блока, наверное. И вот так строят все, видите, все строят, очень много строек. Ну а сейчас повернем сюда, проедем, посмотрим Лавинью Делюкс. Дороги здесь нет, видите. Просто укатана земля и немножко щебенки насыпано. Сейчас сюда проеду. Вот так все выглядит. Будет широкая, красивая улица, когда все сделают, достроят, сделают дорогу нормальную. Еду и лягушки квакают. Здесь камыши. Вот видите, новые дома. Вот это сите. Несколько блоков. И вот с рыжими балкончиками это Лавинья Делюкс. Сейчас доедем, посмотрим. Я остановилась у сите Лавинья Делюкс. Все зелененько, очень красиво. Здесь полностью заселен дом. Территория выглядит так. Дорог пока нет, тротуаров пока нет. Но я думаю, со временем будет все. А рядышком вот это все дома, это все новостройки, видите? Там комплекс, также он построен, но еще не сдан, наверное. Потому что я не вижу ни кондиционеров, ничего.
Вот так выглядит все. Очень большой район, много строят. Это окна на южную сторону. Так что смотрите, может, ваше окошечко здесь. Да, территория зеленая, все ухожено. Смотрите, вот там немножко дорожка покажу, видите? Все зелененькое. Везде слышно строительные работы в соседних домах. Все строят, делают. А вот так выглядит перед въездом сама территория. Лавинья Делюкс. Сейчас сюда поближе подойду. Парковка, я смотрю, большая. Очень удобно. Вот здесь, видите, тротуарная плитка завезена. Поэтому, я думаю, скоро и здесь будет асфальт и тротуар. Видите, сколько завезли еще такой песок просыпать плитку. Вот так. Рядом вот машины едут. Это трасса Д400. И все новые дома. Это все новостроечки. Очень много. Обратно я проеду по набережной, посмотрим, какое море, какая набережная. И проедем по центральной улице Тайдже, нашей любимой, по улице Газипаша. Посмотрим, что там изменилось за эти дни в лучшую сторону. Меняется все только в лучшую сторону. В общем, поехали, ребята. Еще немножко поднажмем. Надо досмотреть все и обязательно все доснять. Так что смотрите, еще будет интересно. Я выезжаю уже на набережную Арпач-Бахшиш. И она плавно переходит в Тамюк, набережную, в общем, и дальше. Вот такая набережная. Мы здесь неоднократно ездили. Покажу вам море, ребята. Ближе к берегу песок перемалывают волны, а дальше такое синее море. Очень красивое. Я думаю, за какое-то время, ну, может, месяц, может, меньше, море очистится. Будет чисто. Пляж еще не убран. Видите, мусор. Люди отдыхают немножко, а так много камней, много палок. А здесь удобно ехать на велосипеде. Есть велосипедная дорожка. И пешеходная есть. И, видите, и машины ездят. Много кафешек. Здесь набережная более широкая, не такая, как в Тайдже. В Тайдже, конечно, маленькая набережная. Хотелось, чтобы была более широкая и красивая. Тихоньку проедем. Сейчас проедем маленький мостик. Посмотрим. Ну, я смотрю, люди переходят, значит, живой. Ничего ему не было, когда шла сель. Перехожу через канавку, слышите, как лягушки. Да, лягушки это, да? Да, лягушки. А там вдали, далековато, аист, по-моему, или цапля, или аист ходит по канавке. Здесь мостик такой не широкий и крутой спуск. А рядышком рынок. Здесь все приносят то, что вырастили дома, и продают на набережной. Можно купить все. Я не думаю, что цены дорогие. Ну, так же, как на рынке, может даже и чуть дешевле. А так полностью вот вся набережная все продают. Что вот смотрите, баклажанчики 80 лир. На рынке я брала по 130, огурцы 65, помидоры 75, бананчики 60. Вот, кстати, здесь намного дешевле, чем в районе Тайдже, вот на рынке по средам или по субботам. И с другой стороны там продают и масло, и оливки, апельсины, все-все. Томатную пасту, смотрю, продают. Все, что дома есть, все выносят и торгуют. Собаки, как всегда, везде лежат, греются. Вот такие лоси, видите? Какие собаки здоровые. Да, собачка?
Решила отдохнуть. Масло оливковое продают, еще что-то в бутылках, какие-то сиропы. Клубничка. В этом году клубники очень много. Я на рынке была, вот по средам, по 100 лир брала клубнику. Недорого, очень вкусная. Что тут? Лимоны по 30-40, авокадо. Клубничка 130 и 60. Мараба. Он говорит, подходите, Байрун. Смотрите. Все отдыхают, люди вышли после затяжных дождей. Недели 2 было практически эти дожди, задолбали всех. А сейчас люди вышли отдохнуть, подышать воздухом. В основном пенсионеры или приезжие здесь. Поэтому люди отдыхают. Мужчина клубнику привез. Но набережная хорошая, она такая, видите, широкая. Можно отдохнуть. Я не знаю, можно ли шашлык здесь жарить, но отдохнуть можно. И вот бежит красавица рыжая, да, киска? Котиков много. В общем, вот так. По набережной до самого Теджи невозможно доехать, потому что речка пересекает и нет мосточков. Поэтому нужно будет мне потом выехать на трассу Д400 и переехать. Сейчас перескочу. Сегодня у нас прогулка длинная. Много чего посмотрели, проехали. Я в футболке уже успела загореть. Руки, наверное, сгорели. Вышла в кофточке, но солнышко такое светит, то невозможно. Хочется раздеться полностью и загорать. В общем так, ветерок усилился на море. Волны большие стали. Вот видите, палку как трясет ветер. Но все равно тепло. И такая набережная. Я думаю, летом здесь, когда много народа, набережная заполнена полностью. Продают всякие сувениры, подарки и безделушки разные. И, конечно, продукты. Все домашнее производство, все, что вырастили в своем огороде, люди продают. Хорошая, конечно, набережная, видите, она широкая, и машины проедут, и люди пройдут. Много кафешек. Очень хорошо. Так, теперь я, по-моему, перешла уже в Тамюк. Да, набережная, плавно перешла в набережную Тамюк. Немного проедем. Потом я выеду на трассу Д400 и поедем в район Теджи. Ребята, остановилась на мостике. Помните, вы говорили, который пострадал в Тамюке? Видите, перил еще нету. Вода так и идет с гор. Вот там набережную подмыло. Это тут, где кафешка, где рыбу в булке готовят. Вот так все. Вода все течет. Ну, я думаю, перила сделает, будет нормально. И с другой стороны. Эта вода все с гор идет. Сам мостик, он невысокий, поэтому, когда сель шла, она шла через верх. Ребята, я заехала в Теджи. Это первый поворот. Я смотрю, впереди работы идут. Сейчас проеду вниз и поверну налево. Проеду по нашей центральной улице Газипаша. Направо будет субботний рынок, поворот. Здесь все пилят, делают бордюры, тротуар. Помните, я говорила, что должны землю завести. Вот так все работы. С дымком прям пыляка летит вовсю. Все делают. Останавливаться не буду. Здесь магазинов много, ветклиника, все есть. Видите, уже тротуар уложили. Вот еще рабочие работают. Я думаю, быстро закончат. Я остановилась. Смотрите, ребята, как работают. Все аккуратненько делают. Вот вперед там магазин БИМ и поворот на субботний рынок. А мы сейчас проедем вот в ту сторону. Наша Газипаша, шикарная улица. Сейчас я перейду дорогу и проедем немного. Все, дорогу перешла. Теперь можно спокойно ехать. Как видите, работы ведутся полностью. Все время.
Везде. Вот здесь были бахче когда-то. Видите, все убрали, перепахали. Я не знаю, что-то будет. Может, посадят деревья. Здесь территория не очень большая. И земля есть хорошая. Ну, люди садили участки свои, садили огородики, картошку. Ну, в общем, все, что можно. И перец, и помидоры, все садили. Буду ехать не торопясь, чтобы вы насладились видом центральной улицы. Много, конечно, недоделок. Видите, все трубки, это какие-то выводы, наверное, под столбы. Еще поставили с одной стороны, но будут, скорее всего, устанавливать и с другой. Еще залатают вот эти полоски. Пока ничего не сделано. Но асфальт приведен в нормальное состояние, но не везде. Посмотрите, сделали асфальт и заново перерыли. Ну, это Турция, никуда не денешься. Я потихонечку еду. Автобусы здесь едут. Много автобусов, которые не на бензине, а электро. Недавно сдался. Но нет таблички еще. Ну, это на центральной улице, рядом фырын. Здесь делают кокореч, кебаб, все, и аптека рядом. И вот этот дом. Такие улицы. Поехали немножко. Доедем до... Куда мы доедем? До нашей управы. До Мухтаржи. Мухтаржи это там, где мы ходили, учили турецкий язык, и где сидит администрация. Ну, а здесь, вы знаете, я уж показывала не один раз, кафешки. Тантуни, кстати, мы сюда ходили. Ребята, кстати, тантуни здесь очень вкусно готовят. Мы недавно были. Поэтому, если захотите, заходите, покушайте. Недорого и очень вкусно. Все, поедем дальше. Видите, на всех поворотах, углах, везде все делают. Тротуар, где дорогу, в общем, полностью все благоустраивает. Это очень хорошо. Машины, конечно, носятся как сумасшедшие, но никуда не денешься. Видите, вот так покажу песочек, все. А здесь дом такой турецкий. 2 или 3 этажа, и территория большая. Свой бассейн, свои грядки, вот я смотрю, там и курочки ходят. Представляете, какой участок? Да, такой сейчас не купить. Это очень-очень дорого. Надо быть миллионером, наверное, чтобы купить. Это забор такой, и все, один участок. Очень красивый. Ребята, только что машина так пронеслась, я думала, колеса у нее сотрутся. Это вот перекресток, где школа. Если не будет здесь лежачих полицейских, вот этих насыпи такие специальные, то, конечно, я не знаю, тут носиться будут турки со скоростью звука. Очень опасно. Особенно на перекрестках, они нигде никому ничего не уступают, поэтому будьте внимательны, ребята. Это еще тот квест, перейти или переехать дорогу. Переезжаю этот перекресток, который возле школы. Здесь парикмахерская, магазин, антиквар, лавка антикварная, потом еще что-то открыли. Семит сарай. О, видите, кафешки, семиты, пекарни, все открывают. С другой стороны очень много кафешек, всего много. Такая улица. Подъезжаю к Альп-Сити Голд. Елена, по-моему, вы говорили, что у вас здесь квартира. Сейчас аккуратненько турки выходят, даже не смотрят никогда, едет кто там сзади или нет. Вот Альп-Сити Голд. Посмотрим, что здесь. Покажу еще дом повыше, вот так подниму камеру. Вдруг ваше окошко в эту сторону смотрит. Дорожки уложены, тротуар хороший, асфальт, все нормально. Здесь посередине ямка, но она заасфальтирована, ну, немножко так, прогиб небольшой. Открылась, что сыкму делают, бюреки, тосты, тантуни, в общем, кафешка есть. Потом агентство и электрик магазин,
И еще электромаркет большой. А дальше идет Сите, оно уже раньше построено было. И между Сите и следующим домом здесь магазин Шок. Кстати, очень хороший магазин Шок. Lexus, помните? Несколько блоков. Посередине там бассейн. Хочу пройти вот здесь, возле комплекса Lexus. Пройдем, посмотрим. Что-то за столпотворение. Здесь машин сколько проехало. Дороги здесь пока нет, видите. Но завезли какие-то трубы, что-то делать будут. Вот так Сите выглядят. Территория здесь большая, несколько блоков, 3 блока. Вот так блок стоит и 2. А посередине бассейн. Территория очень хорошая, я как-то показывала этот комплекс. Многие уже живут здесь. Друзья, мы с вами сегодня много попутешествовали. Я обратно ехала, одела кофточку. Уже холодно, потому что уже вечер. Выехала я утром, приехала вечером. Друзья, кому понравилось мое видео, подпишитесь на канал. Напишите обязательно комментарий. И еще, у меня на канале появилась кнопка «Захайпить видео». Вы можете 3 раза в неделю бесплатно для вас захайпить мое видео. Чем больше вы будете хайпить, тем больше людей может посмотреть мои видео. И так канал будет расти. И обязательно, конечно, друзья, заходите на мой второй канал, кулинарный. Называется он «Вкусно с Верой». Будет закреплен внизу под этим видео. Я готовлю вкусные и простые блюда. Так что приглашаю, заходите, я думаю, будет интересно. Чтобы быть в курсе всех событий, у меня есть телеграм-канал. Я выкладываю туда свежие анонсы, новости, все то, что не попадает на YouTube. Мы можем переписываться, делиться информацией, и я быстрее могу ответить вам на интересующую вас информацию. В общем, будем на связи. Так что, ребята, кому интересно, заходите, я буду очень рада. Ну а на сегодня, друзья, всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. Мы еще много чего поснимаем. И вы будете первыми зрителями, будете видеть все своими глазами. Все, друзья, всем пока-пока.